Доброго времени, друзья, клиенты салона красоты Вэлла Элиза, подписчики и зрители нашего канала. Покажем, как делаем окрашивание волос в технике AirTouch и расскажем вам, как за ней ухаживать. AirTouch. Плюсы и минусы модной техники окрашивания. Слушайте все по порядку. Услышав о новой технике окрашивания AirTouch, те, кто знает английский язык, могут предположить, что она позволяет добиться легкого и мягкого эффекта, подобного прикосновению воздуха. На самом деле название метода отражает не столько результат окрашивания, сколько способ нанесения краски. 1. Что такое AirTouch? 2. Краска для AirTouch. 3. Плюсы и минусы техники. 4. Кому подходит стиль? 5. Идеи на темных волосах. 6. AirTouch на светлых волосах. 7. Особенности ухода за волосами. 8. Какие средства можно использовать? 9. Как долго держится окрашивание? 10. Кому не стоит использовать технику? 11. Рекомендуем посмотреть еще видео окрашивания в технике AirTouch на нашем канале, тогда вам будет все наглядно и понятно. Что такое AirTouch? AirTouch – это самая современная, сложная техника окрашивания волос, при применении которой на прядях создаются мягкие и плавные переходы тонов. Это позволяет визуально добавить волосам объема и густоты, сделать цвет более многогранным и красивым. При окрашивании AirTouch обесцвечиванию подлежат не все волосы, а 30–50% их объема. Техника позволяет избавиться от однотонного плоского цвета волос, сочетать натуральный цвет волос со светлыми прядками, проводить окрашивание с отступом от корней, получить модный эффект выгоревших на солнце локонов. Окрашенные волосы выглядят натурально, а ведь естественность образа – один из основных модных трендов последних лет. Перед окрашиванием для получения легкого, воздушного эффекта мастер отбирает тонкие прядки по специальной технологии. На каждую прядь дует холодным воздухом из фена, чтобы часть волос отделилась. Вот о каком прикосновении воздуха говорится в названии метода. Те волоски, что остались в пучке, окрашивают. В результате получается окрашивание без резких выраженных переходов, как при мелировании или балаяж. AirTouch – это сложное окрашивание, техника которого требует профессионализма и высокого мастерства. В домашних условиях провести процедуру крайне сложно. Окрашиванием должен заниматься мастер-колорист. Техника окрашивания отличается от хорошо известного мелирования, шатуш или балаяж тем, что перед нанесением краски прядь обдувают потоком воздуха. Это делается для того, чтобы некоторые волосинки выдались и не окрашивались. Волоски выдуваются в хаотичном порядке, а не целыми прядями, что и позволяет добиться максимально мягкого эффекта перехода цвета. На волоски, которые остались в прядке, наносят краску, отступая от корней пару сантиметров. Кончики волос обрабатывают краской полностью, чтобы к низу цвет становился более плотным. Затем краску растушевывают сухой кистью, чтобы ее граница не была четкой. Окрашенную прядь заворачивают в фольгу. Далее отделяют следующую прядку, не затрагивая волоски, которые были выдуты из прошлого локона. Таким образом краску наносят на оставшиеся прядки. Состав оставляет на волосах на 35–40 минут, желательно под клемазоном, и затем смывает. После осветления прядок мастер наносит на них тонирующие средства. Оттенок краски для тонировки подбирают, ориентируясь на пожелания клиента относительно конечного цвета. Предпочтение отдается пепельным тонам, нейтрализующим желтизну. Краска для AirTouch. Для проведения процедуры используются профессиональные составы для осветления прядей и их тонирования. Мастер подбирает оттенки красок, ориентируясь на натуральный цвет волос клиентки и ее предпочтения относительно результата. В ход могут идти абсолютно любые оттенки, вплоть до розового, мятного, голубого или фиолетового. Кстати, такие необычные оттенки освежают образ и очень популярны в летний период. Если говорить о брендах, здесь ограничений нет. Каждый колорист выбирает ту марку, с которой ему нравится работать. Наши мастера-колористы в салоне красоты Вэлла Элиза работают на 3 брендах
Это немецкая краска для волос и косметика по уходу, Лебель – японская краска для волос и косметика по уходу и американский краситель для волос из США, Чи. Все красители премиальные и проверенные многими годами работы у нас в салоне. Мы даем гарантию качества ваших волос и обещаем, ни один волосок не упадет с вашей головы. Важно, чтобы при осветлении пряди не создавался эффект желтизны. Особенно непросто добиться красивого цвета при осветлении темных волос. Поэтому AirTouch должен выполнять профессиональный колорист. В домашних условиях результат может получиться совершенно непредсказуемым. Плюсы и минусы техники. AirTouch – одно из самых популярных современных окрашиваний, и это неудивительно, ведь у технологии масса преимуществ. Результат выглядит стильно и дорого, в чем можно убедиться, посмотрев на девушек до и после окрашивания в наших видеороликах. Метод можно использовать для волос любого оттенка и длины, кроме ультракоротких прядей. Технология используется как на натуральных, так и на окрашенных волосах. Результат получается естественным, границы перехода цвета очень плавные. Создается эффект сияния волос, многогранности и глубины цвета. Визуально прическа становится более пышной и густой. Процедура относится к щадящим, так как основная масса волос остается неокрашенной, краска не наносится на корни. Окрашивание позволяет визуально сделать лицо более молодым и свежим, придать внешнему виду ухоженности. С помощью окрашивания можно сменить имидж, без серьезного вреда волосам. Из-за плавности перехода оттенка натуральных и окрашенных волос нет необходимости в регулярном подкрашивании корней и частом повторении процедуры. Результат окрашивания может сохраняться до полугода, а при медленном росте волос даже до 8 месяцев. Уход за окрашенными локонами необременительный, используются те же средства, что и после любого другого окрашивания. При нанесении краски она почти не попадает на кожу головы, поэтому процедура подходит девушкам, имеющим аллергию на красящие составы. Конечно же, все перечисленные преимущества процедура будет иметь только в случае, если вы попадете в руки к профессионалу, знающему особенности и тонкости окрашивания. Однако и недостатки у новинки есть. В сравнении с другими техниками окрашивания AirTouch сложнее в выполнении, соответственно, на процедуру уходит больше времени. Длительность процесса будет зависеть от длины волос и мастерства колориста. Если у вас длинные волосы, будьте готовы просидеть в кресле у мастера 6-7 часов. Но учитывая тот факт, что на следующую процедуру можно прийти через 3-4 месяца, этот недостаток не выглядит столь существенным. Стоит понимать, что перед окрашиванием необходимо осветлить волосы. Эта процедура делает волос пористым, открывает его чешуйки, что приводит к повышению жесткости и сухости прядей. С осветленных волос краска будет быстрее вымываться, чем при однотонном окрашивании. Обесцвечивание локонов, даже при использовании профессиональных качественных составов, наносит вред волосам. Особенно если выполняется без соблюдения технологии и климазона, который позволяет дать дополнительное инфракрасное тепло при окрашивании, процесс происходит быстрее и волосы менее травмируются. У нас при любом окрашивании волос используется вапоризатор и климазон. Все оборудование в салоне немецкое и американское, мы работаем только на лучший результат. И еще один недостаток – это цена. AirTouch на порядок дороже, чем балаеш и мелирование. Но и результат получается интереснее и эффектнее. Стоимость процедуры зависит от длины прядей, их натурального цвета и состояния, но и краски, которой будем работать. На средние волосы работа обойдется в 5-8 тысяч рублей. И если волосы длинные, цена может увеличиться вдвое. Кому подходит стиль? Ультрамодное окрашивание волос выбирают девушки, следящие за трендами хейр-индустрии. И AirTouch позволяет добиться естественности в образе, подчеркнуть красоту натурального оттенка прядей. Технология может применяться на прядях любой структуры и длины, кроме очень коротких волос. На вьющихся локонах окрашивание смотрится не менее красиво, чем на прямых прядках, но обладательницам сильно кудрявых волос оно не подходит. Из-за сохранения результата на долгий период AirTouch понравится занятым женщинам, у которых мало времени на посещение салонов красоты. Мягкий переход оттенка от корней позволяет проводить повторную процедуру через несколько месяцев, правда, по мере смывания краски придется тонировать прядки. Это приходится делать примерно раз в месяц. Но тонирование несложно провести в домашних условиях самостоятельно. Окрашивание понравится тем,
кто хочет освежить образ и немного изменить имидж, но не решается на кардинальные перемены с цветом. Относительно возраста женщины ограничений нет. Это окрашивание подходит и юным модницам, и дамам в возрасте. Что касается цвета прически, AirTouch может применяться на любом из них. Блондинки с помощью окрашивания могут обновить цвет, получив красивый холодный блонд. Брюнетки могут немного осветлиться без серьезного вреда волосам. Русоволосые девушки подчеркнут красоту натурального цвета, оттенив его светлыми прядками. Рыжеволосые красотки добавят цвету многогранности и глубины. Идеи на темных волосах. Красивым получается окрашивание на темные волосы. AirTouch придаст прядкам объема, сделает оттенок интереснее и многограннее, добавит блики и сияние шевелюре. В зависимости от цветотипа клиентки и ее предпочтений, мастер выбирает оттенок тонировки. Это может быть карамельный, шоколадный, пепельно-коричневый, бежевый, каштановый или рыжий цвет. Вся палитра коричневой гаммы смотрится на темных волосах выигрышно, но самые модные оттенки в 2021 и будут в 2022 году холодные пепельно-коричневые. AirTouch на светлых волосах. Чаще всего AirTouch делается на светлые волосы, так как их можно окрасить с минимальными повреждениями, а результат всегда получается индивидуальным, естественным и органичным. Самыми модными оттенками считаются пепельный блонд, розоватые и сиреневые тона. Русые волосы можно сделать более яркими, добавив в них каштановые прядки, или более теплыми, затонировав их в пшеничный оттенок. Техника на рыжих волосах. Рыжие волосы приобретут более интересный вид, если их оттенить прядками светло-коричневых тонов. Красивый результат получается при добавлении к рыжему оттенку прядок медового, карамельного, каштанового цвета. Использование светлых и темных оттенков рыжего цвета в окрашивании позволяет добиться глубины и визуально сделать прическу более пышной. Очень эффектно такое окрашивание выглядит на длинных, слегка завитых локонах. AirTouch на волосах разной длины. Профессиональный колорист может выполнить AirTouch на волосах разной длины, но в каждом случае есть определенные особенности и ограничения. Короткие стрижки. На короткие стрижки, такие как удлиненный боб или асимметричное каре, можно использовать технологию AirTouch. Она придаст прядям визуальный эффект объема, сделает завитые локоны более динамичными. Но для ультракоротких стрижек, таких как пикси или гарсон, AirTouch не используется. Идеи для длинных волос. На длинных локонах AirTouch выглядит особенно красиво. Если пряди длинные, можно создать плавный мягкий переход цвета. Мастера салона Элиза нередко используют несколько оттенков краски для получения более сложного цвета. Прически средней длины. AirTouch красиво подчеркивает градуировку прядей в рваных стрижках средней длины. Эффектно выглядит окрашивание на асимметричных стрижках, в которых волосы с одной стороны лица длиннее, чем со второй. Особенно интересным получается результат, если между корнями и кончиками создается контраст цвета. Особенности ухода за волосами. Чтобы прическа выглядела безупречной, а пряди дольше сохраняли красивый оттенок, необходимо уделить внимание уходу за волосами. Под уходом подразумевается не только мытье головы. На локоны действуют такие факторы, как солнце, ветер, низкие температуры. Важно защитить волосы от сухости и ломкости, предотвратить их тусклость и потерю цвета. Прежде чем решиться на окрашивание, стоит подумать, готовы ли вы полностью сменить уходовые средства и обзавестись косметикой для окрашенных прядей. Помимо подбора уходовых средств, важно соблюдать ряд общих рекомендаций. Не слишком усердствуйте при мытье головы, так как окрашенные волосы, подобно губке, легко впитывают краситель, но и также легко его отдают. Не используйте для мытья головы слишком горячую воду, так как она быстрее вымывает краску. Старайтесь подстригать кончики волос регулярно, минимум 1 раз в 2 месяца, чтобы поддерживать их здоровый вид. Постарайтесь реже использовать стайлинговые инструменты для укладки волос, так как при нагревании локоны тускнеют. Носите шляпу в солнечный день, чтобы защитить шевелюру от ультрафиолетовых лучей. Какие средства можно использовать? Наши парикмахеры советуют после окрашивания подобрать шампунь, который содержит компоненты для сохранения яркости оттенка. В салоне мы вам дадим рекомендации и подберем, если нужно, всю косметику для ухода,
за волосами дома, она у нас всегда в наличии по доступным ценам. У нас есть шампуни и кондиционеры, маски и бальзамы, предназначенные для поддержания насыщенности цвета окрашенных прядей. Кроме того, они препятствуют оседанию пыли и других загрязняющих частиц на волосы. Шампунь отлично очищает пряди, но при этом не вымывает из их структуры красящий пигмент. Не стоит забывать о кондиционере. Он не только облегчает расчесывание прядей, но и питает их, увлажняет и делает более послушными. Как минимум дважды в неделю на прядки нужно наносить маску. В нее можно добавлять оттеночные пигменты, которые усилят тонировку и сделают цвет более насыщенным. В салоне Элиза представлены самые популярные и эффективные средства для ухода за окрашенными локонами, и вы получите не только качественное окрашивание волос, но и грамотно подобранную профессиональную косметику по уходу за своими волосами в домашних условиях. Все средства содержат антиоксиданты, защищающие волосы от потери цвета, а также активные компоненты, питающие и увлажняющие их. В составе средств наших брендов содержатся кондиционирующие вещества, которые разглаживают локоны, предотвращают их запутывание и делают более послушными. Маски позволят на 30 дней сохранить цвет таким же интенсивным, как и в первый день после окрашивания. Также рекомендуем ухаживать за прической несмываемыми лосьонами, у нас их много, и мы вам подберем нужный. Средства позиционируются как средства, оказывающие сразу 25 эффектов, среди которых укрепление, питание, кондиционирование, термозащита, усиление гладкости, смягчение, усиление блеска. В составах не содержатся парабены и сульфаты. Лосьоны подходят для всех типов волос. Его наносят на прядки сразу после мытья головы. Для более действенного результата средство не смывает. Стоимость косметики вы можете посмотреть у нас на сайте в нашем интернет-магазине, но, естественно, в салоне у нас есть прейскурант. Как долго держится окрашивание? По мере отрастания волос результат приходится обновлять. В среднем девушки записываются на повторное окрашивание через 5-7 месяцев. Тонировку нужно освежать ежемесячно. Если соблюдать рекомендации мастера и после процедуры использовать средства для ухода за окрашенными волосами, оттенок сохранится дольше. Кому не стоит использовать технику? В процедуре нет четких ограничений и противопоказаний, но не рекомендуется проводить ее при сильном повреждении прядей. Сложно выполнить AirTouch на очень короткие волосы. Обладательницам ультракоротких стрижек не стоит рассматривать этот вариант окрашивания, так как красивый переход цвета на их волосах создать не получится. Кроме того, процедуру не проводят после ламинирования и кератинового восстановления волос, и ее не рекомендуют проводить после окрашивания в черный и рыжий цвет или после окрашивания хной, особенно аммиачными красками, так как результат может быть непредсказуемым. Рекомендуем посмотреть другие видео окрашивания в технике, а AirTouch у нас на канале, салон красоты Вела Элиза. Вы увидите разные образы и сможете выбрать подходящий себе. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Напишите нам в комментариях, какой цвет вы предпочитаете красить прическу, как вы ухаживаете за ней. Будет интересно узнать. Желаем всем добра и здоровья. Ваш салон красоты Вела Элиза. С вами была технолог салона красоты Элиза Аветисян.